Друзья, приветствую вас. Дневной обзор. Масса вопросов поступает по текущей ситуации, в том числе по норильскому никелю. Давайте рассмотрим, что происходит на рынках и какие движения сейчас ожидать сегодня до конца дня. Так, ну вот в телеграм-канале по Норникелю запостил. На самом деле мне не до конца ясно вот это решение, оно окончательное или еще будет апелляция, кассация. Мне кажется, там еще апелляция будет. Сейчас мы по Норникелю детально обсудим ситуацию. По Pfizer был вопрос, вот я в телеграм-канал выложил свое видение. По Pfizer, кому интересно, можете посмотреть. Так, друзья, ну давайте начнем, наверное, с S&P. S&P сегодня показывает очередные максимумы на фоне тех мер поддержки, которые принимаются. Сейчас появилась масса материалов касательно того, что восстановление от коронавируса будет на протяжении 7 лет происходить, что из-за того, что вакцина поступает слишком медленно, восстановление затянется. Развитые страны, которые будут длительное время получать вакцину в необходимом количестве, будут восстанавливаться значительно дольше, и тем самым произойдет затягивание выхода мировой экономики из рецессии. Ну, это вполне естественный ход вещей относительно того, что 7 лет мы будем выходить из кризиса. С моей точки зрения, эта цифра, она может варьироваться как в меньшую, так и в большую сторону, потому что есть ряд неизвестных. Первое неизвестное заключается в том, насколько быстро пройдет эпидемия. Она связана, во-первых, со скоростью внедрения вакцин, во-вторых, с эффективностью этих вакцин, в-третьих, с тем, что, как ни крути, вырабатывается так называемый коллективный или стадный иммунитет. Вот эти составляющие, их сложно прогнозировать на текущий момент. Если опираться на опыт, который был в 1918-2020 году, когда была испанка, то там разрушительное воздействие эпидемии было колоссальнейшим. Там, правда, это еще было на фоне мировой войны, которая происходила. Я думаю, здесь такого эффекта не будет, но изменения все равно произойдут, и реальных потрясений мы пока еще не видели. Эти реальные потрясения связаны с тем, что выход из кризиса производится на основании денег, которые печатают, но надо четко понимать, что экономика это не деньги. Экономика это производство прибавочной стоимости, вот про что экономика. А деньги это всего лишь кровь экономики. Если крови поступает слишком много, то начинают в разных частях надуваться пузыри, которые будут лопаться, и это будет приводить к различным неблагоприятным последствиям. Вот, поэтому, да, я думаю, что будет какое-то движение вниз, возможно, в апреле этого года, может быть, чуть попозже. Вот. Ну а сейчас мы растем, но мы помним о том, что этот рост – это полет над пропастью. Так, ну индекс волатильности идет совсем вниз. Индекс доллара консолидируется в районе 91,5. Вот в зависимости от того, как будет закрытие недели, как будет пробит этот уровень, мы посмотрим дальнейшее развитие событий на следующей неделе. Пока вот видите, 91,5 ни туда, ни сюда не пускают его. Так, ну вот еще постоянно вопросы по поводу криптовалюты поступают. Ну смотрите, здесь в эпоху пузырей рост может быть до любых значений, абсолютно до любых. Но здесь надо четко понимать, что биток он практически удвоился, а эфириум едва-едва только хаи переписал. Поэтому с моей точки зрения эфиры еще будут разгонять, ну наверное до 2,5 до 3 тысяч. Его догонит, вероятность достаточно существенная. Если пузыри раньше не начнут лопаться, то для эфириума открыта форточка для полета наверх. Ну а на сегодня, я думаю, здесь скорее всего будет коррекционный откат. Цель этого отката будет в районе 1580, а там посмотрим, как будут развиваться события. Ну и по биткоину идут прогнозы, там 600 тысяч, миллион долларов за биткоин. Ну, возможно ли такие цифры? Конечно, гипотетически они возможны. Если будет гиперинфляция, как в Германии в конце десятых годов 20 века, там, с 1918 по 1921, если не ошибаюсь, то вполне как бы и миллиард может биткоин стоить. Но на самом деле, с точки зрения
текущей ситуации на рынках, но я не думаю, что его выше 50 тысяч при текущих вводных его поведут. То есть да, если начнется разгон инфляции, галопирующая инфляция, тогда по криптовалютам, по биткоинам мы увидим очень стремительное движение. Но по биткоину 100 тысяч, там может быть и 500. Вот. Ну, конечно, сейчас это звучит фантастично, но с другой стороны и сама гиперинфляция, это слово в текущих реалиях, кажется, звучит фантастично, но напечатали столько денег, что как только плотину прорвет, а ее обязательно прорвет, мы увидим этот негативный эффект. Так, друзья, ну далее нефть, часовой таймфрейм. Смотрите, вот 60 мы немножко не дошли, здесь разворотная формация, поскольку сегодня пятница и закрытие недели, я думаю, мы все-таки высока вероятность корректируемся и сходим хотя бы на 58,7, 58,5. В идеале движение на 58. Вот здесь все условия созданы. Я сейчас на текущий момент считаю, что движущая сила, которая толкала нефть вперед, она, у нее должен уикенд быть, и поэтому немножко нефть должны приспустить. Так, друзья, далее золото. Смотрите, 1800 сегодня худо-бедно сделали. Вот, сейчас вопрос закрепления выше 1800-1801. Если такое происходит в ближайшие часы, то мы сегодня до конца дня, наверное, еще разочек сходим на 1812. Ну и на следующей неделе попытаемся, наверное, отыграть позиции в районе 1821-1830. Да, сохраняется вероятность того, что пойдет движение по золоту вниз, и цель движения будет 1766 и ниже. Но вот здесь вот пошли сделки по набору позиций. Так, дальше индекс российского госдолга, RGBI, дневной таймфрейм. Но здесь идет консолидация. Причем в ближайшее время есть вероятность того, что будет пробой вот этого диапазона и движение наверх. Текущая ситуация в индексе RGBI достаточно позитивная для курса рубля. То есть здесь, видимо, какие-то идут изменения, которые пока не видны глазу, которые в ближайшее время могут как-то скорректировать расстановку сил в геополитических рисках. Так, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Здесь еще произошел провал, и сейчас идет попытка все-таки коррекционного отскока. У этого коррекционного отскока цель движения 1,2030. Вот, но я евро-доллар пока бы не рассматривал, потому что ситуация не до конца ясна. Идет борьба за ключевой уровень по индексу доллара 91,5. Вот. Пока не ясно, к чему эта борьба приведет. Ну, если будет пробой и закрепление, то, соответственно, евро сыпанется. И здесь ближайшая цель 1,18 и среднесрочная цель в районе 1,16. Вот, я пока евро-доллар бы не трогал. Так, друзья, далее рубль-доллар USD Tomorrow, 4-часовой таймфрейм. Но смотрите, вот мы на 74,8 сходили даже чуть-чуть пониже. И здесь у нас нету пробоя 74,8. Поскольку этого пробоя нету и нефть наиболее вероятно сейчас будет корректироваться, поскольку надо на выходные с денежками уйти, то весьма вероятно здесь мы сейчас по факту проторговки попытаемся сделать коррекционный отскок. Цель его движения 75.25, но может быть 75.3, вот сюда, в этот диапазон. Опять же, обращаю внимание, если сейчас будет повторное движение вниз и пробой 74.8, то в этой ситуации мы можем получить движение на укрепление рубля, и цель этого движения будет лежать в районе 74.25. Вот такой вот здесь может быть реализован диапазон. Но больше факторов указывает на то, что мы сейчас увидим коррекционный отскок к вот этой оранжевой линии. Так, друзья, далее евро-рубль, 4-часовой таймфрейм сразу беру. Но здесь мы как фактически по 4-часовику гэп, который у нас был, закрыли. И сейчас здесь идут сходные процессы с рубль-доллар. Если не происходит движение вниз на пробой 89,9, 89,7, он даже чуть-чуть пониже сильнее сходил, чем я предполагал, то, соответственно, отсюда будет отскок. Цель отскока движения к этой оранжевой линии 90,3. Если все-таки здесь пойдет добитие и пробой уровня 89,6, 89,5,
то мы очень быстро сегодня скатаемся на 88,9. Вот сюда вот, в этот диапазон. Я думаю, сейчас и по рубль-доллар, и по рубль-евро высока вероятность коррекционного отскока во второй половине дня. Вот. Но тут надо помнить об уровнях поддержки, которые, если будут пробиты, то движение вниз на укрепление рубля и к доллару и евро, оно может продолжиться. Хотя мне видится на текущий момент такой процесс менее вероятным, чем коррекционный отскок. Так, друзья, далее Газпром. Газпром невольный заложник текущей ситуации в наибольшем объеме, можно сказать, поскольку там Северный поток-2 находится под очень сильным давлением и даже, можно сказать, ударом. Но смотрите, Северным потоком-2 не все так просто. С одной стороны, действительно, ну, скажем так, он немножко дороговат получился, мягко говоря, немножко. Вот, но там есть другой момент. Дело в том, что Северный поток-2 это камень преткновения. Камень преткновения даже по большей части не между Россией и Соединенными Штатами, а между Германией и Соединенными Штатами. Почему? Дело в том, что с Северным потоком-2 Германия становится фактически газовым хабом всей Западной Европы. То есть она становится независимой энергетически от Соединенных Штатов. То есть она может выбирать полностью газ из России, но там еще и Норвегия есть под боком, и Англия. Вот. И таким образом она энергетически выходит из-под орбиты Соединенных Штатов. Хорошо ли это или плохо, сказать сложно. Вот. Но в любом случае немцы, они, как вы видите, то есть они по максимуму предпринимают все возможные меры, в том числе, скажем так, делают вид, что не замечают претензии американцев и замечания американцев и всячески пытаются воплотить в жизнь этот проект. Вот. Там уже идут разговоры о том, что будет какое-то совместное управление или контроль, там, в том числе американцев, за Северным потоком-2. Но на самом деле, я думаю, Германия на это не согласится. Никакой там контроль американцев Германии не нужен. Также ей не нужно, чтобы ключевую роль в Северном потоке играл во втором Газпром. То есть немцы наверняка сейчас на всем этом попытаются сделать так, чтобы Северным потоком-2 управлял либо европейский консорциум, либо Германия. Вот. Там, может быть, явно каких-то таких движений не будет делаться, но все будет продвигаться именно в этом направлении. Будет или нет нормально функционировать Северный поток-2, сказать сейчас сложно. Но изначально как бы бенефициаром этого проекта была Германия. Я думаю, Германия приложит максимум усилий к тому, чтобы этот проект воплотить в жизнь. Но здесь надо четко понимать, помимо того, что Северный поток-2 делает Германию независимой от американской энергетической доктрины, я здесь без абсолютно каких-то клише там пропагандистских говорю. Дело в том, что поток газа он будет идти мимо Восточной Европы. То есть если до этого все шло через Украину и Польшу, а Польша верный союзник Соединенных Штатов, то сейчас все будет идти в Германию, Германия будет распределять. Но здесь с точки зрения распределения потоков, как бы в Северном потоке-2, я абстрагируюсь от стоимости и целесообразности этих затрат для Газпрома. Но здесь он, скажем так, вреден очень Польше, Украине, возможно, Венгрии. Вот. И поэтому, что называется, здесь по большей части идет игра Германии против Восточной Европы и Соединенных Штатов. Выиграют ли здесь немцы? Не знаю. Но я думаю, они приложат максимум усилий к тому, чтобы его запустить и стать местным газовым европейским гегемоном, который распределяет газ по трубе и решает, кому его давать, а кому не давать. Так, ну мы видим, в общем-то, позитивная динамика идет по Газпрому. Единственное, ну, пятница вечер, 4-часовой таймфрейм, сейчас пятница день. Вероятно, вот здесь у нас все-таки произойдет отбой и какое-то движение. Цель этого движения 219-218,5, здесь консолидация. Может быть движение наверх, вот здесь цель 224, она осталась неотработанная, но я думаю, все-таки фактор пятницы, он в большей степени сейчас повлияет, и мы небольшой коррекционный откат совершим. Так, друзья, далее Норильский никель, по которому масса вопросов, что делать, как с ним быть. На самом деле, вот смотрите, решение суда
насколько мне известно, еще может быть апелляция, может быть кассация. То есть еще, насколько я понимаю, не все возможности его оспорить израсходованы. У меня изначально было такое понимание, что где-то на сумме 70, ну может быть 80 миллиардов рублей они сойдутся. Но смотрите, какой момент. Ситуация в экономике ухудшилась, бюджету нужны деньги. Разумеется, никто там досконально, я так предполагаю, не считал вот эта сумма, которую они хотят с Норникеля снять, она как восстановит, не восстановит экологию. У меня есть сомнение, что даже если эти затраты они полностью могут как-то экологически компенсировать, что их на это пустят. Скорее всего, деньги пойдут просто в бюджет. Ситуация с наполнением бюджета не очень простая, поэтому, наверное, за эти деньги будут держаться зубами и ногами. Вот, и поэтому, наверное, все-таки Норникелю не дадут по-нормальному оспорить это решение, и все вот эти 140-150 миллиардов с него снимут. Но тут вопрос в том, что экономика недостаточно восстановилась, и, наверное, эти деньги, они для бюджета очень важны, с моей субъективной точки зрения. Поэтому, ну, какие-то поползновения все-таки от Норникеля, я думаю, еще будут, но наиболее вероятно, что все-таки не 70, не 80 миллиардов, а всю эту сумму с Норникеля снимут. Следующий момент. Эта сумма, насколько мне известно, она уже зарезервирована, что будет это списание и что, соответственно, такая статья затратов будет иметь место. То есть в ценах во многом это учтено. Далее, если мы будем оперировать фундаментальными показателями, то есть рост цен на палладий, к примеру, и изменением индекса московской биржи, то что мы получим? Что даже при неблагоприятном развитии вот этого движения, которое сейчас пошло на снижение, если не будет обвала мировых и российского рынка, то максимально, насколько может развиться это снижение, 23 500. Вот исходя только из фактора, который связан с этим судебным решением. Вот. Но на текущий момент, вот уже в данный момент времени, в районе 25 200, 25 300, насколько я могу видеть, идут значительные сделки на приобретение акций Норильского никеля. Поэтому в текущей ситуации, вот сейчас часовой таймфрейм стоит, если все-таки развивается пробитие 25 125, то мы отсюда наиболее вероятно пойдем на 24, может быть даже 23 500. Ниже движение без развития кризисных явлений, я думаю, маловероятно. 23 500 это та цена, в которой, как ни крути, уже практически учтены все эти потери. Вот. Если сейчас не будет пробития, то здесь произойдет, завершится консолидация и будет коррекционный отскок на 25 700 в понедельник с утра. Поэтому сейчас посмотрим, как здесь определится движение цены. Если не будет пробития, то все как бы рынок это скушал, средства зарезервированы, и увидим даже отскок и возврат на те значения, которые были. Вот такое мое видение по ключевым инструментам. Спасибо за внимание. Удачных торгов. Всего